Здравствуйте, уважаемые подписчики и зрители нашего канала Семёныч. Как видите, у нас зима вступает в свои законные права помаленечку. На днях были морозы хорошие. Еще, как говорится, 3 дня назад была речка голая, а сейчас уже сковал мороз. Но только не знаю, насколько он толстый. Лед сделал морозы наши. Сейчас помаленечку начинают морозы отпускать. Доходили они у нас до 12 градусов. И сейчас вот с помощью пешни попробуем пробраться вон в то вот место. Как вы знаете, кто смотрел вперед мои видео, кто подписан на канал, там у нас стоят наши мордушки. Сейчас мы их будем искать. Перед морозами не стал их вытаскивать. Думаю, если что, пускай стоят. Проверим по морозам. Что и сейчас и сделаем. Ну, с помощью пешни сейчас проверим толщину льда нашего. Ну и посмотрим. Если, дай бог, держать нас будет, значит нам удастся проверить наши мордушки. Если не получится, то значит наши мордушки будут стоять дальше. Добывать нашу рыбку. Какую-нибудь. Ну все, приступаем. Целый год простояла помощница наша. Опа. Страховочный этот сразу оденем. Здесь, в принципе, не сказать, что и глубоко, но тем не менее. Так. Здесь вот тут уже пробивается. Здесь уже пробилось. Здесь то ли какое течение, или бог его знает. Здесь вообще легко пробилось. Скорее всего, нам не получится мордушки проверить. Сейчас попробуем где-нибудь там вон пройти. Здесь, может, просто как-то вымыло. Не-а. Пробивается, и причем сразу пробивается. Вон, видите, аж трещит лед. Вода проточная. Сразу же пробивается. Они у нас стоят где-то, одна вот здесь вот стоит, а вторая где-то вон там вон стоит. И вон, видите? Так. Ну, в принципе, более или менее держит вроде бы ледок. Так что сейчас ищем наши мордушки, где именно нам долбить. Ну и будем проверять их. Помаленечку, я думаю, мы проверим. Сейчас я еще принесу сюда досточку, чтобы площадь опоры была побольше. Ну и все. Будем проверять. Так, где-то здесь она. Ладно, все, идем. Пешню пока здесь оставлю. Нет, на берегу лучше. Сначала проверим дальнюю, а потом эту. Ну, хотя вода вон как шибко выступает. Так, здесь пока оставлю ее. Пока ходил за всеми принадлежностями. Лопата, досточки. Смотрите, как вода уже выступила. Может, не будем проверять или все-таки проверим? Даже пока он шел, он около самого берега провалился маленечко. И охота же. Стоят они у меня уже где-то недели полторы. Интересно же, попалось, может, что. Вот идем, видите, как вода выступает сразу махом прям. Так, для начала нам надо их найти. Тут-то, может быть, мы увидим большую, а мелкую-то только на ощупь. Лед непрозрачный, мы и большую не увидим.
Ладно, будем искать, как говорится. Так, здесь нету. Примерно где-то. Может, их вообще скоммуниздили. А я здесь их ищу. Не пойму, чего-то вроде где-то здесь должны быть, по идее, или чуть-чуть ближе сюда вот. Обалдеть. Она же не маленькая. Так, ладно, пойду сейчас крючок возьму и попробую крючком. Так, вот он, крючок мой. А то их, поди, уже у них давно уже другой хозяин, а я здесь их ищу. Нет, вот здесь вот он стоит. По-моему. О, вот она. Я ее сразу же, вот она. Нашел. Она, поди, у меня уже и умерзла нафиг. Так, ну ладно, сейчас ее обдалбливаем. И все. И проверяем. Итак, уважаемые зрители, выдолбил я нашу мордушечку, катисочку. Вот пешней повредил сразу эта дыра, как в этой прям в сетке. Только сетка-то здесь алюминиевая. И вот какие-то у меня непоняточки. Я первый раз вижу такие водоросли. Что за водоросли, бог его знает. До этого уже проверял, нормально все было. И стоит она как-то криво. Должна стоять, по идее, вот так вот ровненько. То ли ледоставом так ее это повернуло, то ли, может быть, проверял кто, хотя, с другой стороны, кому она нужна. Лед прям такой хороший. Вон, по сравнению, если, допустим, вот рука моя, да, ну вот, сантиметров, может быть, 8-9. Вот, но, правда, здесь вот более-менее чисто, а здесь как-то как пористый он. Поэтому он еще опасный. Не советую выходить на лед. Видите какой? Но держит грешным делом. Либо может быть пешня такая, что сразу пробивает насквозь. Ну что, сейчас, в общем, пробуем вытаскивать нашу мордушечку. Что в ней будет, не будет, не знаю. Пока долбил, проплывал поверху прямо это, малек один. Камера на таймлапсе была. Поэтому как-то так. Там даже он угол вмерз у нас. Но меня удивляет, что за водоросли такие. Я прям в шоке. Сейчас посмотрим, есть там рыба или нет. Сейчас лопатой слегка попробуем прочистить эти водоросли.
Отрываются, конечно, но все равно. Ладно, пробуем, достаем. Есть ли там рыба вообще? Так. Маленько, наверное, поддолбить надо еще. Все-таки она громоздкая такая. Листвой вон забила. Опа. Окуньки попались. И все. Вот мой улов. Всего лишь навсего. Вон какая-то, не понять, что за слизь или что это такое. Вот тоже пешней задел и пробил. Вон все в этих. Так, ну что. Карасик, он даже меленький попался. Маленький-маленький. Надо вытряхивать же рыбку, пока она не замерзла. Так, у нас этот... Вот он как раз. Так, не повредить надо их нам. Дверку подзагну. Так, ну и вот такие вот небольшенькие окунечки попались. Но мы их, конечно же, брать не будем. Пущай живут. Карасям бы тоже полетел. Думал, может, какие-нибудь там судачки, щуки, как в прошлый раз, будут. Не тут-то было. Так, ну все, вроде вся ушла. Это вот, считайте, уважаемые зрители, результат с того момента, когда мы с вами ее проверяли. Листва еще только начинала опадать. Я вот ее как поставил и больше не проверял. Здесь вот уже за 3 дня сковало. Все здесь резко было. Ветра очень сильные, хорошие были. Большие. И вот так вот все произошло быстро. Только нет, говорю, либо льдом так двинуло ее, что криво поставила, то ли бог его знает. Загадки, в общем. Ну что ж, сейчас чистим, доставим на место. Все равно рано или поздно на путевую рыбку поймает. Еще неизвестно, что у нас в той мордушечке будет сейчас. Это только что единственное. Сейчас сюда маленечко пододвинем. Здесь все равно я недолго осталось рыбачить. Морозы покрепче будут. И все. Лед начнет растить. И она 100% замерзнет. Она и так вон с той стороны замерзла уже. Опа. Видите? Уже во льду была. Сейчас палку возьму, обобью. Вот водоросли, что за водоросли? Мне прям интересно. Прям таки интересно. Как слизь он какая-то. Итак, уважаемые зрители,
Почистил я котисочку, мордушечку нашу от этой слизи. С помощью вот этой вот метелочки сходил до дома. Благо, что рядом рыбачу и дом рядом расположен. Удобно своего рода очень. Ну и сейчас будем устанавливать ее в водоем. Пускай она дальше удит рыбку нам. Большую, маленькую, в общем, какая попадет. Самое главное, чтобы цивильная была и чтобы была. Ну, отрицательный результат тоже результат. В общем, ставим. Сейчас подрубим лед, и она у нас станет. Все благополучно установилось. Вроде стоит ровненько. Более или менее. Да, намного почище стало. Лед я практически весь скинул в этот водоем, в майну, и проводил его под лед. Потому что лишние здесь горы раньше времени не нужны. Так что так вот. Ну что, сейчас за вторую котисочку беремся. Ставил я ее крайний раз рядом с вот этим вот кустом. Но сейчас то же самое попробуем просто найти. Ну вот я и нашел ее. То же самое в этих зарослях. Вон как будто они живые. Вон, если видно. Это край мордушки. И их, короче, течением как-то, скорее всего, унесло. То ли из-за этих, может, водорослей, то, что своего рода плотность большую составляли. То ли бог и знает. То, что ставил я 100%, где-то он в том месте, где я начинал долбить. Еще отсюда вот выходил, она вот так вот наискосок было. Вот. И сюда вот я заходил. Ну все, сейчас выдалбливаем, проверяем, смотрим, есть что здесь или нету. И вода своего рода, мне кажется, как упала, что ли. Бог его знает. Ну все, проверяем. Продолбили мы нашу мордушку. Как видите, стоит тоже криво. По причине этого я сказать ничего не могу точного. Единственное, только что вот могу догадываться, что когда вот лед, может быть, встал, своего рода течение, может, увеличилось. Вроде как такого течения сильного нету, а сейчас видите, как своего рода даже завихрения идут. Ну и вполне возможно, что они вот из-за этих вот зарослей, вот веточки тоже подзабилась мордушка. И своего рода создала эта плотность большую. Ну и отодвинула ее в нужную ей сторону. Сейчас достанем, также проверим, посмотрим, есть рыба или нет. Здесь двухзаходняя у нас она, поэтому достаем и смотрим. Она у нас поменьше, должны легко, по идее, достать. Так, сюда подтянем вот так вот. И сейчас вверх достанем. Обалдеть, вон веревка, гляньте, какой канат. Что за водоросли такие, понять не могу. Как слизь вон какая-то. Может, ее в воде прям пополоскать с помощью этой метелки. Ладно, на берегу сейчас это сделаем, на льду вернее. Смотрим, рыбка есть или нет. Зря у нас стояла или нет. Елки-палки. Рыбы, к сожалению, не... А нет, вот есть несколько окуньков. И снова, друзья мои, попался андатер. Этот заход он практически полностью забило.
листвой. Надо было их все-таки снять, поди. Или сейчас почистим, да и все. Опять попался бедолага-андатор. Как и в прошлый раз. Он, кстати, в этом же месте и попался. Так, вот он у нас заход. Вернее, дверца, чтобы рыбку вытряхивать. В общем, цивильной рыбки мы большой не поймали с вами сегодня. Снова добыли окуньков. Вот такие вот окунечки. Мы, само собой, отпустим всех. Одного возьмем, чтобы коту нашему в глаза было не стыдно смотреть. А остальных отпустим. Пускай плывут. И вот такой вот бедолага снова андатор попался. Ё-моё, а. Что вас заставляет в них лезть? Просто стоит мартушка. Никого не трогает. Ладно, зверушки какие-нибудь съедят. Все равно следы чьи-то есть, птичек, зверьков. Какие-нибудь доскушают. Ну а мы свою мордушечку ставим снова обратно. Удить рыбку. Дай бог, все равно дождемся мы цивильной рыбки. А так-то, конечно, жалко. Я думал, 100% судак будет. Но нет, не тут-то было. Боюсь, до следующего года они у меня не доживут. До весны. Придется новые, наверное, делать. Материал денег, конечно, стоит хороших, но такое, извиняюсь за выражение, фуфло делают. Раньше этой паяной сетки сносу не было. На зверофермах сколько служит. И потом еще мы делаем вот мордушки там или еще что-либо. А здесь боишься задеть. Так, сейчас, скорее всего, мы веревкой вниз положим, чтобы у нас веревка не поднялась и не примерзла к этому, ко льду. Ну а так поставим на это же место, пускай стоит. Сюда только маленечко вглубь ведем, и все. Ну все, почистили. Теперь будем устанавливать. Устанавливать, как я сказал, уже будем веревкой вниз. Опа. Итак, уважаемые зрители, установили мы нашу мордушку на место. Пускай дальше добывают рыбку. Рыбку, чтобы добывали хорошую, путевую, какую-нибудь там цивильную, щуку, судака, сазанчика там, или еще что-нибудь в этом духе. В общем, самое главное, чтобы добывали, а не такой вот, что только коту-барсику. Рыбалка я, в принципе, доволен. Все равно отрицательный результат. Тоже результат. Ну, конечно, не отрицательный. Рыба, что в этой мордушке была, что в той. Самое главное, что ловится. Результат есть. И это самое главное. Рано или поздно все равно они добудут хорошие рыбки нам. Ну и все на этом. Спасибо большое всем, кто смотрел. Подписывайтесь на канал. Дальше будет много интересного, много нового. У нас, как видите, первый лед. Кстати, вот меня можно поздравить самого себя с открытием рыбалки по льду. Ставил-то я их, еще открытая вода была. А здесь у нас уже лед стоит. Некоторые открывают по удочкам в зимнюю рыбалку.
кто на подъемнике лунки долбит. Ну а я вот так вот открыл. У меня такое в этом году открытие. Как-то так вот. Ну все, как говорится, до встречи где-нибудь на природе. Как видите, у нас выпал уже не первый снежок, но свежий. А это означает то, что, может быть, завтра мы поедем потропим зайчиков. Это моя одна из самых любимых охот, поэтому не будем упускать такого шанса. Но завтра будет завтра. Это, как говорится, совершенно другая история. Ну все, всем ни хвоста, ни чешуи. Всем всего доброго и до новых встреч где-нибудь на природе. Не знает, как подступиться к нему. Единственный, кто от рыбалки больше всего удовлетворен.